Здравствуйте, мои дорогие овны! Сегодняшний таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад я делаю на вторую половину месяца апреля. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает во второй половине месяца апрель. Какие события будут для вас главными, важными, и на что нужно будет обратить внимание. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк или сообщение, что вашей душе будет угодно. Я всегда очень рада обратной связи с вашей стороны. Итак, давайте посмотрим, что здесь у вас потрясающая карта. Есть сразу первая десятка пентаклей. Да, что у вас выпадает? Первая десятка пентаклей. Карта материальных каких-то ресурсов, стабильности, финансового какого-то достатка, благополучия, может быть, связанного с вашим домом, семьей, с вашим будущим стабильным. Дальше восьмерка мечей. Да, может быть, вы чувствуете какие-то ограничения в своих возможностях или чувствуете себя немножечко застрявшими в какой-то ситуации. Возможно, вам больше мешают ваши внутренние страхи, сомнения, тревоги или какие-то такие внутренние установки. Недостаток уверенности, возможно, в себе. Или кто-то вам говорит вдруг, что что-то у вас не получится. И у вас могут возникать здесь определенные сомнения из-за этого. То есть какие-то неправильные убеждения, которые вам кто-то пытается привнести. Да, может быть, вы чувствуете себя неспособными освободиться от чего-то или не можете что-то изменить. Но это, скорее всего, на вашем внутреннем уровне, внутреннем понимании ситуации. Да, то есть, скорее всего, может быть, даже это не какие-то реальные вещи, а что-то больше в вашей голове, в вашем представлении. Да, то есть такое ментальное ограничение. И, может быть, речь вообще не о внешних обстоятельствах. В любом случае здесь нужно задуматься, почему эта восьмерка мечей здесь у вас выпадает. Следующая карта у вас хорошая. Девятка пентаклей, девятка монет. Это карта, которая в целом-то отвечает за независимость и уверенность в себе, самодостаточность. Идет такой противовес этой восьмеркой мечей, потому что девятка пентаклей, она о достижении финансового, опять-таки, и материального благополучия и стабильности, на что вы упорно трудитесь и трудились, и поэтому чувствуете уверенными себя, скорее всего, именно финансовой какой-то составляющей. Но откуда восьмерка мечей тогда у вас взялась? Это большой вопрос. Но мы сейчас посмотрим еще, какие у вас карты выпадут дополнительные. Тройка жезлов у вас есть как карта, такого ориентира у вас на цели, которые вы перед собой ставите, на будущий рост и расширение. То есть вы здесь настроены позитивно все-таки. Вы настроены на то, что вы будете выжидать какой-то успешный момент, успешную ситуацию для вас. И вы сделали уже хорошую работу, подготовили почву для этого будущего роста, развития, расширения. Вы смотрите в будущее и видите хорошую перспективу в этом. Оптимистично настроены по поводу своего будущего. Но тут есть такой элемент ожидания каких-то свершений или ожидания каких-то ситуаций для вас. Может быть, вы поэтому немножечко переживаете. При всем внешнем благополучии есть переживания, потому что вы в режиме ожидания, вы думаете, что что-то может пойти не так, что-то может как будто бы случиться не совсем вам на пользу. Может быть, вы ждете какого-то момента и тревожно вам само это ожидание. Может быть, вы здесь ожидаете возможности сделать какой-то следующий шаг на пути к вашей цели. И для этого вам нужно немножечко подождать. И да, поэтому вы здесь опять-таки беспокоиться можете. Поэтому восьмерка мечей. То есть я просто пытаюсь понять, как эту восьмерку мечей здесь объяснить, да, и почему она здесь вообще возникает у вас, эта восьмерка мечей в этом раскладе. Хорошо, давайте дальше посмотрим. Дальше у вас идет карта шута. Кстати, да, карта шута. И карта девятка жезлов. Даже не знаю, тут в целом, если мы говорим карта шута. Шут — это начало. Шут — это такой путешественник. Это начало пути. Может быть, вы находитесь в режиме ожидания, чтобы куда-то поехать или чтобы сделать какой-то новый следующий шаг, такой как в пустоту, да, во что-то новое, что-то для вас необычное или непривычное.
Может быть, вы поэтому переживаете, потому что это выводит вас из зоны комфорта. Чтобы сделать этот шаг, вам нужно где-то переступить через себя. И, может быть, вы чувствуете усталость, изнеможение от проделанной работы, и вам не хватает сил, чтобы сделать этот шаг, да, по шуту в неизвестное или в новое. И вам как будто бы хочется рискнуть, сделать этот шаг, но вы вот начинаете переживать опять-таки. Вы думаете о том, что этот шаг, он должен быть все-таки более просчитанный, продуманный. То есть вам не хочется действовать спонтанно. И, возможно, да, вы чувствуете себя из-за этого в тупике. Как будто вам что-то здесь мешает на это необдуманное, да, действие или такое спонтанное сделать легко, да, чтобы двигаться вперед легко. У вас могут быть определенные сомнения, может быть неуверенность в своих силах почему-то, что вдруг я это не вывезу, не справлюсь, не смогу. Следующая двойка жезлов у вас карта и карта принцесса. Или паж кубков ее еще называют, да? В этой колоде она принцесса называется, принцесса кубков. Ну, в целом, вместе с двойкой жезлов, опять-таки, жезлы, тройка была, есть двойка жезлов, есть у вас какие-то сомнения, связанные с этим выбором, тем, как лучше поступить здесь, как лучше вам здесь действовать. Вместе с пажом кубков, рыбка выныривает такая из этого кубка и показывает какую-то возможность или шанс, который вам здесь дается. Да, у вас есть определенные колебания перед тем, как двигаться вперед, но вы видите хорошую перспективу, видите хорошую возможность. Может быть, вы здесь, может быть, вы боитесь пойти на какой-то риск или что-то новое для вас сделать, потому что вы боитесь, что это поставит под угрозу вашу финансовую или материальную стабильность, или там стабильность вашей семьи, вашего дома. Да, может быть, вы боитесь принимать какие-то здесь кардинальные решения из-за этого страха и этих накручиваний себя, потому что есть переживания за финансы, за материальные вопросы. И это как-то вас сковывает. Вы не хотите рисковать тем, что у вас уже есть, да? Но тем не менее вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, и вы не уверены, достаточно ли вам того, что у вас есть. У вас есть здесь какое-то хорошее предложение, может быть, идея какая-то, которая к вам приходит, или предложение там, о какой-то идее от другого человека, которая к вам приходит, и у вас возникает мысль, как поступить, выбрать или не выбрать, соответственно, это предложение, которое вам дается. Ну, давайте посмотрим, что еще есть. Девятка кубков. На секундочку, да, есть карта туза пентаклей. Супер. Туз пентаклей. Да, сомнения, да, но тут туз пентаклей, такая монетка, которая вам выпадает. Да, у вас здесь может произойти какой-то серьезный прорыв, у вас здесь есть, хоть несмотря это на восьмерку мечей, да, но она ослабляется значительно вот этими хорошими картами, потому что эта карта, девятка кубков, карта исполнения желаний, это изобилие, это вот пресыщение чем-то даже, а туз пентаклей — это новое начало, которое может быть связано с финансами, с материальными какими-то вопросами и ресурсами. То есть у вас здесь может произойти хороший прорыв в каких-то ваших финансовых, материальных вещах, которые будут приводить к изобилию и вашей способности продолжать, приумножать и поддерживать изобилие, умножать ваш капитал, возможно, какие-то новые начинания, какое-то там, не знаю, вложение сделать, которое принесет большую прибыль, инвестиция, да, или какое-то дело, которое может быть прибыльное, да, вы можете рискнуть, открывая там новый бизнес или вкладывая во что-то деньги, но вы не можете все просчитать, все риски, и да, вы переживаете из-за того, что вы не можете все просчитать, но рискнув, вы, скорее всего, получаете хороший результат, то есть вы здесь получите то, о чем вы мечтаете, и получаете исполнение желаний. Да, так сказочно звучит, но на самом деле хорошая здесь карта. И да, вы уже очень много работали. И уже очень многие ваши достижения, они как раз получены вашим трудом. Но вы здесь можете еще что-то такое вот приумножить касаемо ваших финансов. Дальше семерка мечей, карта десятка кубков. Ну, семерка мечей, карта... Может быть, знаете, понимание того, что ваш недавний успех как раз был потому, что вы рискнули, это как-то оправдало себя, да?
Возможно, у вас здесь появилось больше уверенности в себе, больше силы для принятия решения и движения вперед. Может быть, вы доверяете не только тому, что у вас есть, но и своим еще способностям, своим ресурсам, которые вам позволили достичь того, что вы достигли, и ваши способности, которые вы можете развивать. То есть вы здесь стратегически стараетесь мыслить, какую-то стратегию придумать, какую-то схему, какой-то план. Да, вам нужно быть осторожным в выборе знакомых, вашего окружения, людьми, с которыми вы работаете, потому что кто-то может поступить нечестно в отношении вас. Карта семерка мечей, она все-таки об обмане и предательстве. Нужно быть очень осторожным. Если вы что-то здесь начинаете, какое-то дело или подписываете бумаги, вчитываетесь внимательно, смотрите на все детали, потому что здесь кто-то может поступить нечестно в отношении вас, но это не останавливает вас от необходимости рискнуть, от необходимости здесь действовать. Ну и опять-таки эта карта может показывать вас, что вы строите планы. Может быть, не говоря окружающим о своих планах, что-то держите в секрете, что-то вот, да, какую-то схему пытаетесь провернуть или что-то такое сделать, но оно, скорее всего, это дело, да, которое вы делаете, скорее всего, выгорит, скорее всего, вы делаете и поступаете правильно. Ну, давайте посмотрим, что еще есть. Есть четверка кубков. Опять-таки возможность, но вот принимаете вы ее или нет, тут непонятно, потому что вы сначала сомневаетесь в этом предложении, не знаете, нужно оно вам или нет, двигаться вам в этом направлении или нет. То есть у вас вот, если новое начинание какое-то возникает или что-то новое, что вы хотите продвинуть, вы чувствуете себя немножечко скованными, и ограничения какие-то есть. Может быть, экономические какие-то соображения, чувство осторожности, да, боязнь потерять что-то для вас важное, финансовое, да, или какие-то деньги потерять. То есть боязнь. Вы хотите здесь все продумать, не хотите рисковать лишний раз, хотя здесь по-любому без риска никак не обойтись. Дальше есть тройка кубков, кстати, карта успеха, и принц кубков. Ну, тоже, да, карта хорошей, скорее всего, возможности. То есть вам нужно не упустить возможность не быть апатичными, не бояться, не лениться или не думать, что у вас не получится. Да? Вам нужно больше уверенности в себе, потому что если вы будете не уверены, вы можете упустить какую-то хорошую возможность, и это может повлиять на вашу долгосрочную стабильность, потому что в любом случае здесь какое-то предложение появляется или какая-то идея, вдохновляющая вас, да, которую вы можете развить. Но вы можете эту идею проигнорировать, и это будет для вас в минус. Да? Можете ею воспользоваться, придумать какую-то хорошую схему, план, который выгорит, сработает, и это приведет вас к успеху, потому что есть тройка кубков. Возможно, так. Но в любом случае, также вы здесь будете поддерживать связь со своим кругом общения, со своей семьей, своими друзьями. Вы здесь будете очень социально активными. Может быть, они вам предлагают какую-то идею или какую-то мысль такую вот здесь вкидывают в вашу голову. Но в любом случае, вы здесь должны быть открытыми новым идеям, возможностям и быть достаточно легкими для каких-то новых начинаний. И, может быть, здесь не бояться рискнуть. Все-таки, когда вам такая возможность выпадает. Итак, дорогие мои овны, на этом сегодняшний таро-прогноз для овнов мы завершаем на вторую половину месяца апреля. Пишите ваши отзывы, ваши комментарии. Буду очень и очень рада почитать, что вы думаете об этом раскладе, насколько он вам подходит, насколько он перекликается с вашей конкретной ситуацией. На этом с вами прощаюсь. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.